Hello people! Сегодня будем делать ровный потолок в кухне. Небольшое помещение, 3,5 на 2 с копейками. И все здесь из бетона. Очень удобно. Сверлить можно без проблем. В общем, вешаем лазерный уровень и смотрим, где самая низкая точка на потолке. Вот он наш лазерный уровень. И мы смотрим, проверяем по углам комнаты и по центру расстояние до красной линии. Я уже все проверил. У нас получается в среднем 7, 8, 9 сантиметров. И самая низкая точка вот здесь, в районе вот этой красной плямочки. Тут 6 сантиметров. Вот с этого уровня мы и меряем наш уровень потолка. То есть делаем разметку для профиля. Нам нужно, чтобы поместился профиль плюс полсантиметра. Это где-то 3,5 сантиметра. Если здесь у нас 6, значит мы вычитаем 3,5 и делаем разметку на 2,5 сантиметра от красной линии вверх. Вот. Уровень потолка. Красная линия. Лазер. Тут у нас 6. Мы поднимаемся на 2,5 см. И тут у нас остается 3,5. У нас просто лазер не поднимается до конца, он без верхней линзы, поэтому приходится вот делать такую разметку дублированную. Проставляем отметки по углам комнаты. Карандашные, а потом через них оббиваем малярным шнуром линию. Вот. Карандашные отметки и линия. Это синька. Отбивается малярным шнуром через 2 самореза. Теперь по этим линиям нужно присверлить направляющие профиля УД. УД это по-русски ПН. Профиль направляющий. 27 на 28 миллиметров. По бетону крепится обычными дюбелями пластиковыми с бортиком размером 6 на 40. Расстояние между дюбелями от 35 до 50 сантиметров может быть разное. С периметром мы закончили и отбили по потолку 2 линии. Эти линии идут поперек будущих силовых профилей и на равномерном расстоянии друг от друга. То есть тут у нас 2,60 это стенка, значит 86-87 сантиметров. Для подвеса это нормальное расстояние. Тоже так, вкручиваем саморез, цепляемся за него и отбиваем. Вот в этой стороне у нас нет крепления к стене у направляющего профиля, потому что нет самой собственной стены. Тут мы сделаем другой вариант. Тут мы будем фиксировать не направляющий профиль на стене, а торец силового профиля к потолку на подвесах. Ну, самый край, сантиметров 5 примерно. В общем, делаем разметку через 40 сантиметров по длинным стенкам. И устанавливаем потолочные профиля. По-русски это ПП, а латинская аббревиатура CD. 60 на 27. Шаг между профилями, то есть между центрами профилей, в нашем случае 40 сантиметров. На самом деле расстояние между профилями может быть разным. Это зависит от типа каркаса и от направления листа по профилю.
В нашем случае лист пойдет вдоль длинной стороной, и поэтому расстояние между CD-шками кратно ширине листа, которое равно 1,20 м. В этот размер помещается расстояние 30 см, 40, 60 и 1,20 м. Когда профиля стоят через 1,20 м и 60 см, то нужно делать сетку из несущих CD-шек. А когда 40 см, то сетка не нужна. Только идет перемычка под торцевой стык. Так, с профилями мы закончили. Теперь нужно сделать разметку для подвеса. Целый подвес всунуть под профиль и засверлить будет неудобно, потому что профиля близко к потолку. Это можно делать или заранее, но для этого нужно делать тогда разметку, что занимает время, или просто порезать подвес пополам и присверлить его в таком виде, половинчатом. Вот это полный аналог уголка из профиля, который широко применяется и никаких нареканий не вызывает. В таком положении вот это отверстие силовое, вот здесь, оно оказывается сбоку от профиля, а не под ним. Вот так мы разворачиваем уголок и делаем разметку. То есть прислоняем, карандашом в отверстие отрисовываем. Разметка у нас уже есть везде, поэтому можно засверлить сразу все отверстия. То есть напылим один раз и все. Дальше будет только чистая сборка. Это прикрученные подвесы. Дюбеля хотя и называются дюбель-гвоздь, но его лучше все-таки не заколачивать, а прикручивать шуруповертом. Так вы можете хорошо контролировать степень затяжки и вообще, хорошо ли он держится в бетоне. Так, подвесы мы установили. Теперь нужно выровнять профиля на этих подвесах. Для выравнивания можно использовать разные способы, например, лазерный уровень, или с магнитной мишенью, или рейку на струбцинах. Но самый хороший результат – это хорошо натянутая полиамидная нить. Это не та нить, которая используется каменщиками, это нить для обуви, для прошивки. Она допускает очень сильную натяжку и не имеет ворса. Закручиваются два самореза по металлу в периметр, так, чтобы нить проходила в 5 сантиметрах от подвеса. На одной стороне делается петелька, и туда нить просто натягивается, набрасывается. А здесь она заматывается за шляпку вот здесь и потом перекидывается через верх. Затягивать саморез, на котором держится нить, не надо, потому что он порежет ее своей резьбой. Так, нить натягиваем до состояния струны. После этого надо все профиля поднять над ней, чтобы был очевидный такой зазор. Это нужно для того, чтобы нить не отопыривалась вниз под тяжестью профиля. Так, все профиля подняли с помощью саморезов. Саморезы просто вставляются в отверстие подвеса, и профиль на них опирается. Теперь нужно по одному профилю освобождать. Вот так. Вытаскиваем саморезы и выставляем зазор между нитью и профилем примерно полмиллиметра. То есть на просвет это все отлично видно. Вот в таком положении закручиваем саморезы по металлу через подвес в профиль. Сами саморезы лучше крутить не в отверстие, вот в эти вот, а через тело самого подвеса. Так он лучше держится. Один ряд готов. Сейчас закрутим второй.
третий. Здесь можно нить не натягивать, потому что два профиля всего. Это можно и под рейку. Теперь обшивка. Что у нас будет со светом, мы еще не знаем. Поэтому тут мы пока ничего не делаем. Но мы можем поставить один целый лист и полоску на 40 сантиметров. Первая от стены это полоска до середины первого профиля. И дальше целый лист на 1,20 м. Первые два листа. У нас есть добавочная полоска на 10 сантиметров. И под стыком листа и полоски установлены перемычки из CD-шки, закладных из направляющего профиля. Перемычки нужно ставить заранее, до прикручивания листа. Потому что потом, установив в такое узкое место, их неудобно. Так, теперь нужно разобраться со светом. В принципе, наверное, остается на месте. Нам нужно отсоединить люстру. И все лишнее там, наверное... Посмотреть, что там такое вообще, за клубок какой-то проводов. В общем, нужно, чтобы провода торчали вниз, в этом месте. И все. Итак, убрали все лишнее. И сейчас поставим пару перемычек, на всякий случай, если будет плафон. Что-то я увлекся и перед обшивкой забыл показать эти профиля. Но там просто две CD-шки на закладных из направляющего профиля. А у нас остается одна полоса гипсокартона. Под стык мы установили перемычки, а на стене просто дополнительный профиль, для того, чтобы опереть на него лист. Ну вот, в принципе, и все. Гипсокартон мы прикрутили, фаску разрезали, и потолок готов под отделку. Сами малярные работы я не снимаю, потому что этим будет заниматься другой мастер. А нам пора уезжать на следующий объект. Я потом вернусь и покажу потолок в готовом виде. Прошло некоторое время, и мы снова здесь. По факту потолок приобрел свой окончательный вид. То есть он ровный, белый и с багетами. Ну а на этом наш сюжет заканчивается про сборку ровного потолка. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!